Нереальный сегодня цвет воды, просто потрясающий. Такой бирюзовый цвет, как бирюза. Рыбаки. Класс. Привет, Оля, Мирабашечки. Привет. Снова рады вас приветствовать на канале Лена Ваня. Для нас зима уже практически закончилась. У нас тепло, конечно, ветер. Мы сейчас гуляем на замечательной, потрясающей набережной. Вид потрясающий, шикарный. Ветер хоть холодный, но зима практически все позади. Ну, зима для нас почти закончилась. Мы вот даже хаш готовили. Поставим Неоднократно. видео. Ну, то раньше, а то вот сейчас. Ну и, конечно, эта зима была очень холодной. Очень. Особенно январь месяц, дождливый, Да холодный. очень холодный, Лена, Холодный. очень холодный. Самая, для меня лично, самая теплая зима была. Вот именно это. В 21 хорошо. году, когда мы приехали, вот та была зима. Да. Не об этом. Не об этом. Да. Хотим рассказать, многие интересуются коммунальными платежами. Вообще зима, вот и эта холодная зима, и как в квартире без газа, холодно или тепло, и вот об этом. Вот. Особенно таким людям, Нет. как Елена Александровна. Нет, Которые вы знаете, замерзают. мы вот мы очень часто встречаемся с нашими зрителями и общаемся много. И спрашиваем, конечно, у всех, есть ли у вас в квартире газ, чем вы отапливаетесь, если нет газа, то как с кондиционером, тепло или холодно. И вообще люди, кто говорит, что холодно в квартире, на самом деле они просто не включают кондиционер или включают на 1-2 часа, естественно, квартира не успевает прогреваться. И хотим сказать, вот как у нас. Я со сломанным терморегулятором, то есть мне всегда холодно, и поэтому в эти месяцы, да, и декабрь, и январь, у нас кондиционеры, так было холодно, сыро, дожди. У нас кондиционеры работали, ну, то есть практически всегда, когда мы были дома, мы включали кондиционеры. И на самом деле, когда вы включаете все-таки кондиционер в своей квартире, а не включаете и говорите, что холодно, то в квартире тепло, нормально. То есть квартира обогревается, и это не критично. Другое дело, что люди просто не включают кондиционеры и говорят, что холодно в квартире. То же самое, даже когда есть газ, и люди есть газ, проводят, но не включают отопление, не пользуются, потому что дорого, все равно в квартире холодно. Ну, и это понятно. Ну, а вообще хотела сказать, что мы пользовались кондиционером, вот я специально записала, взяла. Мы, то есть, пользовались... Скажи, вот у нас была квартира с газом. Мне кажется, выходило дороже. С газом, чем отопление с кондиционером. Я помню, Ну, когда не намного, но плюс кондиционера, что он быстро, то есть нагревает воздух. Да. А когда вот включаешь А газовый батареи, котел, да, долго. долго. И я не скажу, что было прям сильно теплее. Единственная разница это ванная комната, да, когда газовое отопление, там тоже она, считайте, обогревается за счет полотенцесушителя. В общем-то, если вы включаете кондиционер, как мы, у нас 2 кондиционера, 1+1 квартира, напомню, потому что, естественно, если 3+1, там больше кондиционеров, естественно, эта цифра может быть совсем другая. У нас вышла за январь месяц. Но в Турции есть еще такая система, что если вы за прошлый год
покрутили, да, использовали меньше, чем 4000 киловатт, кажется так, то у вас идет компенсация в следующем году на электроэнергию. Если же вы за прошлый год использовали больше этой цифры, то компенсации нет. Так вот, у нас за январь месяц квитанция составила, учитывая то, что у нас кондиционеры весь месяц, 2, работали, ну, круглосуточно, скажем, в дождь мы не особо выходили гулять, то есть мы часто были дома. И вот полная квитанция у нас составила 5190 лир. Это полная квитанция, столько бы мы заплатили за свет, если бы в прошлом году мы перешли эту норму. Ну а так как мы не перешли в прошлом году эту норму, то идет как бы компенсация от государства. Вот в нашем случае 2040 лир компенсация от государства, и у нас к оплате 3150 лир. То есть где-то 62 евро получается, что мы должны заплатить за электроэнергию, то есть за наше отопление, ну, естественно, и все остальные бытовые, то есть духовка, стиральная машина, кофемашина, это все в этом счете. И на наш взгляд, вот, то есть эта цифра, да, 62 евро, грубо говоря, когда кондиционеры круглосуточно работают, то это, я не скажу, что это много. Даже сравнивать со странами, где мы живем, с Молдовой и с Италией, это совсем немного, тем более в Турции активное использование кондиционеров, так мы говорим уже о ценах, идет ну, в среднем зимой 2,5-3 месяца, ну и летом это июль-август, там, возможно, часть июня и часть сентября. Это вот периоды активного использования кондиционеров. Зимой на обогрев, летом на отопление. В Молдове, в Италии заплатили бы, наверное, в 6 раз дороже, 100%. Да. И плюс еще хорошее слово компенсация, да? Никуда не надо ходить, ничего, тебе государство само пока автоматом снимает, ну, то есть компенсация включается. А у нас, допустим, в Молдове, там люди пороги оббивают за эту компенсацию, заявления, все остальное. Это здесь нет. Турция шикарная страна. В общем-то, вот мы хотели сказать именно про то, что и многие говорят, что в квартирах холоднее, чем на улице и так далее. Да, это так, если вы не включаете никакие обогревательные приборы, кондиционер или отопление. Люди не включают, потому что экономят. И поэтому, конечно, у них в квартире холоднее. А когда вы включаете кондиционер, то у вас в квартире тепло. Да постоянно везде пишут, по чатам и везде, что вот районы без газа, типа невозможно, потому что в квартире холодно, холоднее, чем на улице. На самом деле это возможно, просто надо включать кондиционер, и все. И в квартире будет тепло. Так что вот такая цифра у нас за отопление. Было нам тепло и комфортно. Вот. Это тем, кто спрашивает, как мы зимуем без газа. И абсолютно кондиционерами можно спокойно обойтись. Конечно, если квартира небольшая, 1+1, 2+1. Я не могу сказать про когда огромные вот эти 4+1. Ну, там необходимо действительно. Но в нашем случае так. Потому что котел гонит воду. Расход то же самое, что 1+1, что 2+1, 3+1. Да. Ну, Вот. Большой существенной разницы нет, если 1+1 газ и свет, ну, то есть кондер. Да, это тепло. По счетам все вместе. Так что вот так мы уже встречаем весну, греемся на солнце. Дожди у нас вроде бы уже все закончились, кажется, уже ничего не будет. Так что еще чуть-чуть дождей, но все равно. Приятная погода, зелень вокруг. Это солнце, это всегда приятно. Дальше видео о том, как мы готовили хаш. И это очень вкусно, очень вкусно. А мы опять делаем хаш. Да. Погода. 16 февраля. Погода замечательная. Отличная погода. Надо зимовать в Турции.
Да, зима практически закончилась для нас здесь. Ну, Всё. давай посмотрим. Мы, правда, намешали разных рецептов. Мы никак там по рецепту. Это Рассказывай. корень сельдерея, морковка. Так. Ну, этот И лук, комплект. и лук, да? Лук, да. Перец, лаврушка. Ну и этот набор для... Как там? Я покажу на видео, что в этот раз мы положили. Блин, Говяжий, то есть. колени. Так, в этот раз на хаш мы купили вот 3 пачки у нас. Или клейкемик. Вот, и тут прям написано коллаген кимиксую. Резаные. Говяжьи колени. Да. Вот такие. Ну и там, конечно, Много. все делают по-разному, но мы уже протестили, мы, я не знаю, уже какой раз делаем. И мы решили, что нам так вкуснее кидать лук, морковку, потом мы просто в конце это все выбрасываем. Да, запах за Ну, километр. запах потрясающий, нереальный, Шикарно. роскошно. М? Мгм. И говорят, что это еда бедных. Но на самом деле, Она очень полезная. очень. Да. Если Елена Александровна такая прихотливая в еде, И то ем. да. Ну, кстати, вот мы наварили, вот обычно мы вот этот казанчик варим. Это получается очень много. И мы замораживаем, ставим порционно в морозилку и потом уже там чередуем с каким-то первым, другим. Мы вообще любим первые блюда. Мы всегда то суп, то борщ, то заму. На эти дровишки, то, что там с гор, да? То, что Это с с канала. пляжа мы взяли, вот все брали с пляжа, мы тоже взяли. И как? Ага. Но они нормально, они дымят. Ну, они подсохли, да. Подсохли, да. Шикарно. Что врач прописал. Мы уже расскажем, вдруг кто-то тоже будет готовить, да, что самое главное, так, Ваня с топором, это обязательно минимум 12 часов замачивать в холодной воде эти все кости. Ну, постоянно менять воду, то есть мы с вечера начали и ночью. Менять воду, да, постоянно, там раз в час. Да. Все, это самое главное. Для того, чтобы потом вышла 6 вся часов. эта кровь 6 часов томить на огне. на огне, и всё. Да. Вот такой у нас закуток. Все спрашивают, а где вы там, где вы? Да. На стройке? Нет, это у нас Это там. дворик нашего маленького дома. У нас здесь есть только беседка, маленький такой дворик и стол. Ну, еще мы хотим сказать о нашей такой, ну как, не находка, это, конечно, для всех, но вдруг кто-то подумает. Вот когда мы куда-то выезжаем, вот, чтобы не сидеть в тишине, мы купили такое радио, кстати, вообще классное, я не знаю, стоило оно 600 лир, кажется, в Черши. Помимо того, что радио, тут есть еще функция с флешки можно музыку слушать. Но в чем плюс именно этой модельки? Она на солнечных батареях. Тут есть фонарик, там есть аккумулятор для солнечных батареек. Можно заряжать еще от сети. И можно, и там еще есть батарейки, можно вставлять батарейки. То есть Есть еще аккумулятор. Аккумулятор, так мы его ни разу не заряжали. да, вот Он на от солнце солнца. стоит, он сам на балконе заряжается и работает. Да, и здорово вообще, когда идешь там на море, на пляж, куда-то, если едешь, то здесь это очень актуально иметь вот такое вот радио для фона. Так, у нас музыка, но сейчас как раз пока говорят новости всякие, мы вот решили снять. Так что вот такая у нас милая покупка. Ну и вот наш, это спрашивали, вот наш столик, как беседка.
Там вот мы в углу готовим, чтобы никому не мешать, нам разрешили. Ваня сделал эту ракетную печку. И такой маленький дворик просто. Это к вопросу о том, что мы говорили про айдаты, да, за счет того, что у нас, территория минимальная просто. Это считается простой турецкий дом. Вот маленький айдат. У нас айдат здесь всего 400 лир. В принципе, погулять на море мы гуляем, плаваем мы в море, как бы. Это вот после закона как бы подняли, да, айдаты везде в Турции. Это у нас после этого закона, то есть на собрании решили, что поднять айдат. И было 300, стало 400. Да, в этом году 400. Нормально, вообще даже копейки. Да, мы встречались, там гуляем и часто встречаем наших зрителей. Многие жалуются, да, И на многие говорят, что у них айдаты там, в районе 2000 лир сейчас там плюс-минус. И при этом, когда летом бассейн, еще отдельно доплачивается за бассейн. Конечно, так как мы часто уезжаем, для нас это были бы лишние расходы. И вот именно поэтому мы искали дом квартиру в простом турецком доме. Опять ты ловишь меня. Поруби топором. Не хочу, я уже порубилась, что вы меня рубить уже.